Слава Украине! Привет всем от Полонского. На Москве прошел позорный парад победобесия. Надо сказать, что с военной точки зрения вот это скопище мародеров, бандитов, насильников, убийц и садистов мало интересно. Но вот, да, потому что там показывали те самые образцы российско-фашистского оружия, которые уничтожаются каждый день в промышленных масштабах на полях сражений доблестными вооруженными силами Украины. То есть это все хлам оружия. Ну, как хлам? Это прошедший день, понимаете? Просто рашисты показали в очередной раз свою убогость, свою глупость, свою тупорылость, и по-другому даже не скажешь. Прогнать там эти танки Т-90, которые прекрасно горят, замечательные факелы получаются из этих Т-72. Что там они показали? Вот эти свои горе-беспилотники, вот это все, это фу, мерзость, вот это вот орланы, шмарланы, вот эти вот шахеды иранские. Дошли до того, что показывают на параде иранские беспилотники. Ну, ребята, о чем вы говорите? Великая страна, великая, которая не в состоянии построить собственный беспилотник. Значит, использует иранский шахед в качестве основного. Ну, да, кстати, иранцев, я насколько понял, там не было. И другое тут, да, но показали конячек, да, на конячках там кто-то что-то прогорцевал. Это действительно, но почему-то осликов не было. Хотя на сегодняшний день конячки и ослики, это у них основная там тяговая сила и, как говорится, помощь на фронте. Поэтому конячек правильно, вот это действительно показали, осликов не было. Также, к сожалению, не прошли колонны, они почему-то забыли эти колонны запустить, с унитазами, с блендерами и с телевизорами типа плазма. Да, вот это нужно. Собачью будку забыли пронести. Да, ту самую, которую с Киевской области украли. Да, могли бы показать. Вот наши, да. Вы же любите трофеи показывать? Ну, показали бы. Вот батальон чешет с унитазами наперевес. Вот блендеры, полк блендеров, блендерный полк чешет, да, мимо Путина. Да. И так далее. Да, эти телевизоры плазмы, не так уж удобно с ними маршировать, но можно было бы, в принципе, за спину положить и тоже прочесать по Красной площади. Было бы очень красиво. Хозяину Путина Си Цзиньпиню понравилось бы. Потому что почему? Потому что все эти блендеры, эти все унитазы и эти все плазмы китайского, конечно же, производства. Можно было бы, кстати, подписать. Сделано в Китае, украдено в Украине. Во. Тогда был бы парад как бы, ну, ближе, что ли, к своему предназначению, вообще то, что он представляет. А так было унылое зрелище некромантов, каких-то орков, да. Да, приволокли туда 1000 или больше этих самых бандитов с СВО, вот этих вот, у которых руки в крови по локоть. Ну, что еще там было? Ничего особенного не было. Интересно другое. Почему это вот было посвящено, вот это все, господи, позорное вот это московское действо, при котором, кстати, отключили мобильную связь, все отключили, да, об этом я еще договорю. Значит, чему это все было посвящено? Это было посвящено 80-летию победы над фашистской Германией. Скажите мне, а какие страны воевали против фашистской Германии? Ну, Советский Союз я не беру во внимание, потому что он туды-сюды, шалтай-болтай был, да? 2 года он воевал вместе с Гитлером по одну сторону баррикад, потом уже еще 4 года против Гитлера, зашибись, да? То есть с 39 по 41 они лобзались, а потом, как говорится, поссорились. Понятно, после 41-го, да? Но 2 года они против Англии вместе воевали. Поэтому, в принципе, из тех, кто воевал против Гитлера, ну, кого можно назвать? Например, Великобритания, да, четко всегда с первого дня войны воевала против Гитлера. Франция, ну ладно, отбросим там виши, Франция воевала. Нидерланды, Бельгия, да. Соединенные Штаты Америки, пускай лучше поздно, чем никогда, воевала с 44 года, но с японцами, это же тоже Вторая мировая война, правильно? С японцами с 41 года и так далее. То есть никого из них на этом параде не было. Кто ж там был? Был Лаос, был Вьетнам, Северная Корея. Это они что там, Буркина-Фасо? Они что, Берлин брали, что ли? Это вообще, что за публика там была, левая? Вот, это один момент. Ну и второй момент, да, наши дроны не летали туда. Трамп вчера звонил Зеленскому, видимо, ну, попросил, чтобы этого не было, дабы не усугублять картину. Я понимаю, почему они не летали, но
Не летать-то не летали. Вы обратили внимание, очень многие обозреватели посмотрели на позорную трибуну, где скрывалась вот эта вся шобла, которая прибыла туда на парад. Тяжелые конструкции с козырьком, огромным козырьком и с бетонными стенами по сторонам там задрапированными. Это противодроновая конструкция, да, противодроновая. То есть они все равно боялись. Это трусы. Путерасты трусы, да. Они боялись, что прилетит дрон и уконтрапупит. Я не знаю, там это был Путин или это там двойник, тройник был, черт знает. Тут я не скажу. Я особо не рассматривал, что там было. Ну так смешно было, что они, значит, построили такой саркофаг такой, да, или могильник такой, скотомогильник, куда они загнали всю вот эту вот банду, которая приперлась на этот парад. Вот. И это было очень укрепленное здание, то есть залететь туда было бы проблематично. Особенно козырек такой, да, шлеп. Никогда в жизни не было никаких козырьков. А теперь есть. Боятся, боятся. Трусы, жалкие трусы. Да, значит, европейская часть России отключен мобильный интернет. Все магазины, понятное дело, в Москве по этим улицам, где проходили победобесные колонны, все магазины были закрыты наглухо, мобильный интернет не работает, мобильной связи нет, ничего нет. Вот это называется, то есть они даже не контролируют свое воздушное пространство. Блин, как их там назвать, вот этих вот московских вот этих вот наркоманов и нацистов, да. То есть они не контролируют свои границы, они не контролируют свое воздушное пространство. Они прятались, как крысы, паршивые крысы, под этим козырьком, с этими стенами, сховались, там, скукожились, все такое, вот, выглядывали оттуда. Не прилетит ли что-то по плеше Путину? Вот это квинтэссенция этого всего победобесия. То есть они просто как трусы, как шавки там сидели, ховались. И все, и носа оттуда не казали. Значит, кто контролирует воздушное пространство Путинской Федерации? Украина контролирует, естественно. А кто еще, если все так ховаются? Ну, а Зеленский вчера ходил по Крещатику, ни от кого не ховался. Вы можете себе представить ваше пуйло, чтобы оно ходило, шаталось где-то, не знаю, по Красной площади, только не по пустой, когда там со всех сторон снайперы сидят. И, значит, ни одного человека, только подставные ФСОшники. А просто выйти на улицу и походить среди людей. Да он вы что? Он обделается раз 15. Ему потом 40 чемоданчиков придется заменить. А Зеленский вчера взял, он по Крещатику гулял, с людьми фотографировался. Ну, охраны там было, может, человек 5-6. Все, прошел нормально, все. Как люди, как обычно, все, кто там был. Никаких проблем. Так кто кого боится? Ну, как-то так, да. То есть немножко такой был у них унылый парад победобесия с оттенкой крайней степени трусости. Вот. Единственное, что меня во всем этом интересует, сколько чемоданчиков заменили кремлевскому фюреру, пока он там фигурировал на этих подмостках, подтанцовках на мавзолее. Вот же трусло.